Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и мы продолжаем с вами разбираться во фракционных модулях. И на очереди у нас сдерживающая ракета. Обо всем подробнее далее, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А теперь поехали. Получаем мы это дело у этого персонажа, Юрий Гром. Он, кстати, очень интересным способом был введен в эту игру, если что. После 4 недель поддержки данной фракции открывается доступ к сдерживающей ракете. Эта ракета без самонаведения временно выводит из строя и перезагружает рамочно-сместительный двигатель цели, то есть ФСД. Сравним характеристики данного фракционного модуля с обычным ракетным лотком, но с неуправляемыми ракетами. Разница, которая здесь показана, лишь только в скорости стрельбы, ну и, собственно, в уроне. Но это не все. Я не понимаю, почему фронтиры так делают. Почему здесь есть одна информация, но более подробная информация в разделе модули. У обычных блок-ракет там проникающий урон 20, здесь он непосредственно 16. Урон в секунду у обычных ракет 25, здесь он у нас на фракционных 13,3, практически в 2 раза меньше. Но нас интересует не урон, а эффект, который стоит по умолчанию на нашем фракционном модуле. И давайте, прежде чем мы будем смотреть и сравнивать, как работает фракционка и обычная ракета, мы посмотрим сначала, что у нас по гайкам. Вместительный магазин, да, больше боезапаса, больше масса, потребление энергии силовой выше. Хорошо. Легкое крепление, тоже довольно неплохо. Целостность ниже, но вам будут сносить целостность орудийных гнезд в двух моментах. Первое — снесут щиты. Второе — стреловидные боеприпасы. Улучшение скорострельности звучит прикольно, и урон в секунду выше, на который нам наплевать, если что. Скорость стрельбы выше, что очень хорошо, но есть некоторые колебания. Если вы будете стрелять по катеру, по корвету, по анаконде, по тайпу 10, то в принципе не критично. И прочное крепление. Я бы, наверное, все же рекомендовал ставить повышенный боезапас. А тут, в принципе, вариантов-то особо и немного. Вот есть вызывающие перегрузку боеприпасы. Часть урона становится тепловым. Ну и прочее. Сверхразмер, контроль интенсивности. Кстати, силовой меньше жрет. Двойная прочность, которая, в принципе, не нужна. Урезанный вариант. Меньше массы, больше скорости корабля, но масса самого модуля не такая уж и большая. Сервосистема. Урон в секунду, скорость стрельбы на целых аж 3% выше, но и жрет силовую на 5% больше, что, ну, короче, тоже странная штука. Ставить еще такой же эффект. Термический залп, который нагревает цель, оно хреново, как и другие такие волшебные вещи, как на лазерах, многостволках. Бронебойные боеголовки, может быть, кстати, неплохо бы, чтобы еще по внутренним модулям работать, кстати, по той же самой силовой, почему бы и нет. Кстати, хороший вариант. Эмиссионные боеприпасы. Подсвечивать цель, когда вы будете стрелять в нее. Чтобы, если он на тихом ходе что-то там пытался сделать, он был у вас в локе, и вы работали основным вооружением по противнику. Либо эмиссионка, либо бронебойные, все же, я думаю. Забавный момент. С похожей эксперименталкой у нас следующее. 13,6 у фракционного модуля. Если ставим эксперименталку на обычные ракеты, 11,9 по урону. На всякий случай. Эта ракета работает даже когда на вас щиты. Мало ли что. Давайте-ка посмотрим первый момент. Реально ли убежать? Эта же штука перезапускает ФСД. Ну вот, типа, я убегаю, заряжаю, маслок у нас в другую систему не работает. Опа, ФСД не включен, двигатель отключен. Продолжаем пытаться уйти, он стреляет по мне без остановки. Зарядочка пошла снова. Звуки того, как в меня летит, я думаю, вы слышите. У этой штуки есть КД. И вы сможете уйти. Все. Так что не волнуйтесь, убежать вы сможете. Даже если есть такая ракета у противника. Будь то фракционная, либо обычная с экспериментальными эффектами. В меня летели две. И фракционка, и обычная. И я совершенно спокойно ушел от него. Теперь смотрим, как будет быстро восстанавливаться модуль. Все это будет в сравнении, сразу две картинки, чтобы было максимально видно. Стартовать запись будет с того момента, как прилетит ракета. Ну, по звуку, думаю, сориентируйтесь.
А сейчас обратите внимание вот сюда. Там появится иконка. Запуститься не могу, запуститься не могу, запуститься не могу, не могу, не могу, еще не могу, а теперь могу. Вот так вот. А он не может накинуть на меня еще раз эффект. На протяжении примерно 40 секунд. И если правильно я это дело понял, 40-45 секунд нельзя накинуть повторно этот эффект на меня, когда в меня такое стрельнули. Плюс у нас идет зарядка FSD, плюс включение самого FSD. Как-то так. Возможно, что-то напутал. Если что, поправьте в комментарии. 40-45 секунд имеется в виду с момента попадания по мне. Повторно на меня кинуть такой же эффект нельзя, и я могу убежать. Как я это понял. Сложно все с элиткой, нигде никакие цифры не показаны, нужно высчитывать, блин. А потом случится какой-нибудь лаг сервера, непрогрузка, рассинхрон, и все будет по-другому. Такое тоже может быть. Тут все что угодно может быть в этой игре. Вот такой вот, в кавычках, интересный модуль. Убежать можно в любом случае, но противник, скорее всего, немножечко подиспугается, когда увидит то, что выбито FSD. Ставить, не ставить, решение, собственно, на вас. Просто, чтобы еще попасть по цели, нужно еще догнать цель. Скажем, я буду на Фердилансе или Мамбе, человек будет на, скажем, Каттере, Корвете, Анаконде, Крайте. Он просто потом не сможет меня догнать, когда я разорву с ним дистанцию, поэтому будьте аккуратнее в выборе вооружения и корабля. А у меня на этом все. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет, но это вряд ли. Много дел. Всех обнял, до встречи.